Добрый день, дорогие друзья! Всем огромный привет из Израиля. Мы, к сожалению, не можем часто выходить в эфир, но хотим поддерживать связь с нашими зрителями, которых очень ценим. Наш основной канал «Израиль с Павлом и Ларисой» набрал уже более 20 тысяч подписчиков. Спасибо вам, дорогие зрители, за поддержку. Ждем в гости, заходите, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Это поможет развитию канала. Сегодня мы познакомим вас с нашим музыкальным творчеством. Первый полный инструментальный музыкальный альбом вышел в период с июня по сентябрь 2021 года, непростой период эпидемии коронавируса, под названием «Мелодия Иерусалима». Мы живем в Иерусалиме с 1998 года. Я даже учился на джазовом факультете Иерусалимской консерватории имени Рубина. Мы любим этот непростой и разнообразнейший город, и поэтому неудивительно, что наш первый альбом посвящен именно Иерусалиму. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию эти музыкальные композиции с видео из Иерусалима. Наш с Ларисой авторский коллектив называется арт-группа «Запад и Восток». И теперь мы познакомим вас не только с нашей замечательной страной, но и с инструментальными альбомами. Если вы захотите послушать нашу музыку по плейлистам и альбомам, то вы можете это сделать и на нашем музыкальном канале «Запад и Восток», куда мы также всех приглашаем. Альбом «Мелодия Иерусалима» достаточно большой и нестандартный по своему содержанию. Включил в себя 9 музыкальных композиций, первую из которых открыла довольно часто используемая и многим уже знакомая композиция «Ритм города». Здесь мы хотели передать невидимый музыкальный пульс Иерусалима на основании очень мелодичного и динамичного испанского андалузского стиля акустической гитары. И соло-гитара образовывает постоянно изменяющиеся витиеватые мелодические линии. Такая ритмичная и непростая музыкальная конструкция, как нельзя кстати, подошла к уникальной атмосфере старых и новых улиц Иерусалима. Итак, «Ритм города» – первая композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима».
Следующая композиция альбома называется «Музыка города». Здесь Иерусалим представлен с высоты птичьего полета. Музыка, как птица, пролетает над святым городом и фиксирует его красивые и разнообразные уголки. Город Иерусалим расположен на горах Иудейской пустыни и в разное время года выглядит по-разному. Но весеннее время в середине апреля, когда все расцветает, это время особое. Чтобы музыкально подчеркнуть красоту расцветающей природы города Иерусалима, я использовал соло-гитары Гибсон и ритм-гитару Мартин, на которых вживую были записаны мелодии. Итак, давайте вместе послушаем музыку святого города с высоты птичьего полета. Композиция «Музыка города», вторая композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима». Всегда интересно посмотреть, а что же находится и происходит вокруг города, какие пейзажи и уголки природы. Это и винодельня, и целые плантации виноградников, а также деревья, кустарники, цветы. Эта музыка возникла после нашего сюжета о винодельне в окрестностях Иерусалима. Позитивный настрой гармонии и ритма создает праздничное настроение атмосферы музыки Средиземноморья в сочетании музыкального разговора, саксофона и гитары. Итак, вокруг города – третья композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима».
Иерусалим – удивительный город, который известен не только своими святыми местами. Этот город, в котором постоянно происходят различные культурные мероприятия. Парящие зонтики – одно из таких мероприятий, украсившее некоторые улицы святого города. Это международное движение, пришедшее в 90-х годах 20 века из Португалии. Мы музыкой в джазовом стиле постарались тонко передать атмосферу улиц 19 столетия, украшенных зонтиками. Разговор духовых и клавишных инструментов подчеркивает связь между древним и современным городом. Итак, парящие зонтики в городе. 4-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима». Композиция «Джаз и фанк» в городе продолжает тему современного Иерусалима. Ведь в этом городе я учился в свое время в Академии музыки на джазовом факультете. И в некоторой мере Иерусалим – это город, где имеет свою популярность джазовая музыка. Примечательно, что в городе Тель-Авив нет музыкальной академии, тем более джазового факультета. Видео для ощущения сюрреализма сознательно подкрашено в стиле анимации. Улицы города, трамваи, люди, здания представлены как бы в анимации. Техничная бас-гитара ведет музыкальную композицию вперед, сыгранную в эклектичном стиле фьюжн. Здесь присутствуют и джазовые, и блюзовые ноты, и элементы фанка и кул-джаза. В целом можно отнести стилистически эту композицию ближе к джаз-року. Итак, джаз и фанк в городе – 5-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима».
«Вода в городе» — это несколько необычное название следующей композиции. Наверное, удивит некоторых наших зрителей. Но нет ничего удивительного для города Иерусалима. Здесь, на горах Иудейской пустыни, прямо рядом с уникальным зоопарком Библии, кстати, единственным в мире в своем роде, успешно поселился израильский аквариум морских обитателей. Мы снимали целый сюжет об этом прекрасном месте, так популярном среди взрослых и детей. Музыкальная композиция «Вода в городе» как раз была специально придумана как музыка для этого прекрасного места. Соло-гитара и бас в начале композиции как бы открывает дверь зрителю, словно приглашая его в подводный мир. Вначале мы делаем некий ностальгический отсыл 1996 год. Я использую в гитаре отрывок соло из нашей композиции «Феерия» группы «Пластическое движение», в которой мы с Ларисой вместе принимали участие в 1994-1997 годах. Мелодичное соло, исполненное вживую на гитаре Gibson Les Paul, подчеркивает красоту морских обитателей подводного мира. Кстати, эта гитара имеет собственное имя – Мия, в честь нашей внучки Мии, которую вы видите в этом клипе. Итак, «Вода в городе» – 6-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима».
Так получилось, что мы живем в небольшом поселке в окрестностях Иерусалима. И наша дочка с внучкой жили некоторое время с нами. Прямо в нашем поселке есть конная ферма, очень популярная для детей и взрослых. Здесь обучаются оздоровительной верховой езде и взрослые дети. И, конечно, это особая аттракция нашего поселка. Наша внучка Мия ходила на занятия по верховой езде, и мы также снимали целый сюжет об этом месте. Музыкальная композиция «Лошади вокруг города» возникла под впечатлением после съемок об этом прекрасном месте. Музыка как бы парит над горами иудейской пустыни. Фольклорное соло композиции сыграно как импровизация уникальным сэмплерным звуком, записанным с старинного китайского струнного смычкового музыкального инструмента эрху. На этом инструменте всего лишь 2 струны. Он используется как различными этническими группами в Китае, так и музыкантами в современных аранжировках от джаза, рока и поп-музыки. Итак, «Лошади вокруг города» – 7-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима». Часто нас просят показать новые районы и кварталы города Иерусалима, именно вне стен старого города. И один из таких старинных кварталов Иерусалима носит название Ямин-Муше, или как в народе его часто называют район Монтефиоре. Да, этот район возник вне стен старого города еще в 1859 году, и его основатель – известный еврейский филантроп Мозес Монтефиоре. До сих пор мы с разных точек города видим ветряную мельницу, в которой теперь уютно расположился дегустационный зал винодельни Иерусалим. Район утопает в зелени, старинные дома создают особый колорит. Здесь есть свои парки, и район открыт для всех посетителей. Музыка в джазовом стиле как бы подчеркивает историческое резюме этого района и некие этапы его развития. Соло сначала саксофона, а затем трубы и рояля подчеркивают основные вехи развития этого прекрасного места, имеющего колоссальную историческую важность для истории города Иерусалима.
Итак, джаз в новом городе. 8-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима». Ночной Иерусалим – это особая тема. Как же выглядит святой город ночью? Какие у него цвета и краски? Это непростая творческая задача, как в музыке, так и в видео. 11 лет подряд в районе старого города Иерусалима проводился фестиваль света, когда разные исторические здания города становились творческими световыми инсталляциями. Композиция «Джаз в новом городе» именно иллюстрировала один из таких ночных фестивалей света.
Сочетание соло, саксофона, ритма гитары и аккомпанемент рояля как бы подчеркивают игру света и красок. В конце композиции сдержанное соло на трубе подводит итог красоте 12-го светового фестиваля в Иерусалиме. Итак, «Джаз в ночном городе» – 9-я композиция нашего альбома «Мелодия Иерусалима». Дорогие друзья, мы надеемся, что вам понравился наш сегодняшний уникальный формат видео-музыкальной встречи. Напишите в комментариях, что вы думаете, понравился ли вам такой формат. Если да, то мы можем продолжить знакомить вас в такой неформальной, непринужденной обстановке с творчеством нашей группы «Запад и Восток», с миром нашей авторской музыки, созданной в святом городе Иерусалиме. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. У нас теперь свыше 20 тысяч подписчиков. Приглашаем тех, кто еще не успел подписаться.
Тех, кто хочет помочь нашему каналу, приглашаем оформить спонсорскую подписку или купить платные одноразовые комментарии, нажав на сердечко с долларом. Желаем всем счастья, здоровья, хорошего настроения и, конечно же, мирного неба над головой. Всем большой привет из святого города Иерусалима и до следующих встреч!